Всем привет! В этом ролике покажу вам один из своих методов выполнения стрижки боб-каре. Друзья, заранее подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Горизонтальным пробором от наивысшей точки головы я отделяю фронтальную секцию от затылочной. В свою очередь затылочную секцию я разделяю на две части, на нижний затылочный блок и на средний и верхний затылок, я их совмещаю вместе. Нижний затылочный блок начинается чуть ниже затылочных бугров. Я нарисовала схему. Красные линии – это основные проборы. В нижней затылочной секции вдоль линии окантовки я выделяю прядь, отчесываю и простригаю ее на желаемый уровень. Это будет контрольная прядь. Оттяжка волос 0 градусов, стригу в свободном падении. Я фиксирую волосы расческой, а не пальцами. Такой способ идеален для тех, у кого есть вихры. Они есть почти у всех. Когда я простригаю нижний затылочный блок, я всегда прошу клиента наклонить голову вперед. Я это делаю для того, чтобы контролировать оттяжку и получить максимально ровный срез. По мере продвижения стрижки вверх, голова клиента также будет подниматься наверх. То есть не сразу, а поэтапно. Нижний затылочный блок я буду простригать двумя техниками. Сначала я выполняю в горизонтальных проборах, задаю контрольную длину всей зоне, затем я буду создавать градуировку. Вдоль центрально-вертикального пробора я выделяю прядь толщиной 1 см и простригаю ее параллельно выделенному пробору. Оттяжка волос по отношению к голове 90 градусов и срез параллелен пробору. Весь блок я буду простригать радиальными, разворачивающимися проборами. Постепенно оттяжка волос меняется на 45 градусов, срез параллелен пробору. Далее я приступаю к стрижке среднего и верхнего затылочного блоков. Эти зоны я буду выполнять в диагональных и практически в горизонтальных проборах. В среднем затылочном блоке я простригаю волосы с оттяжкой к предыдущей пряди, то есть ранее срезанной. А по мере продвижения наверх, то есть когда я приступаю к стрижке верхнего затылочного блока, я все волосы оттягиваю к самой последней простриженной пряди со среднего затылка. Таким образом я формирую градуировку на затылке. Зеленые стрелки на схеме указывают, куда нужно оттягивать пряди. Расскажу, кому может подойти эта стрижка. Ее можно выполнять на любых прямых вьющихся волосах. Так как каре всегда подразумевает челку, если бы ее не было, тогда бы стрижка называлась боб. Но стоит понимать, что бобы тоже имеют много вариантов. В нашем случае есть челка, значит это каре. Итак, каре – это квадратный боб с челкой. Челка может быть любой длины, густоты, но она должна сочетаться с самой формой каре и не сильно отличаться по густоте. То есть, если у нас каре прямой, массивной формы, без градуировки, тогда челка тоже должна быть прямой, с ровным срезом, но лишь слегка доработанными концами. В таком случае стрижка будет смотреться гармонично. Также массивное каре может сочетаться с челкой, которая имеет квадратную прямую форму, но при этом не имеет ровного четкого среза. То есть мастер создает впечатление неаккуратно срезанной, но прямой челки. Это, конечно, на любителя, но смотрится круто на некоторых клиентках. Здесь я создаю градуированное каре, то есть в моем случае челка тоже будет градуированной и доработанная в вертикальных проборах. То есть роль градуировки на челке у меня как раз таки выполнит доработка челки на сухих волосах. Стрижка, которую выполняю я, подойдет стройным обладательницам, миниатюрным женщинам с овальной формой лица. Также треугольной формы, круглой, но опять же индивидуально, будет зависеть от черт лица. Также может подойти узкой форме лица, тоже индивидуально. Там нужно будет поэкспериментировать с длиной и густотой волос. В этом случае подойдет удлиненная челка прямая. И оптимальная длина волос все же будет чуть выше подбородка. Обладательницам квадратной формы лица, чтобы не акцентировать внимание на нижней трети лица, челку лучше оставлять удлиненной, либо диагональной. Она может быть асимметричной, либо актуальная челка-шторка. Либо вовсе делать боб без челки, где оптимальная длина волос будет ниже подбородка. Чтобы определиться с наиболее подходящей длиной, мысленно разделите лицо на 3 части.
И на эту одну часть полученной длины у нас получится оптимальная длина волос ниже подбородка. Итак, здесь я уже простригла весь затылочный блок. Дальше я формирую квадратную линию на боковых секциях затылка. Я становлюсь напротив боковой зоны и горизонтальными проборами формирую прямую проекцию на себя. Я состригла первую контрольную прядь горизонтальным пробором и проверила баланс симметричной прядью с другой стороны. Всю боковую зону я выделяю горизонтальными проборами и стригу волосы с нулевой оттяжкой. Повторюсь, что я формирую квадрат. Каре – это квадратная форма. Аналогично я простригла противоположную сторону. После этого я снова встаю позади клиента, прочесываю все волосы вниз, перепроверяю и состригаю полученный уголок, оттягиваю пряди строго на себя, назад. Затем я приступаю к стрижке височных зон. Я выделяю первую контрольную прядь в зоне над ухом. Состригать ее буду, ориентируясь на прядь, ранее простриженную за ухом. Это красная стрелочка на схеме. Все височные зоны я простригаю горизонтальными проборами, оттяжка пряди к первой контрольной. То есть у меня должна получиться ровная линия среза. Укороченное каре на прямых волосах лучше оттягивать с помощью расчески, а не пальцев. Особенно это актуально для клиенток, у которых торчат ушки. Если мы будем делать натяжение пальцами, то после того, как мы отпустим прядь, у нас волосы подскочат и длина волос в этом месте будет короче. То есть получится такая дырка по краевой линии, такой волнообразный срез. Чтобы этого не случилось, я во время отчесывания прядей обратной стороной расчески обушком прижимаю волосы в зоне над ухом. У меня формируется нужная длина автоматически, и я делаю срез. Таким образом, при свободном падении с учетом ушных раковин все волосы будут смотреться ровно. Далее я приступаю к стрижке в зоне челки. Ее я буду простригать горизонтальными проборами. У моей клиентки здесь сложный рост волос, у нее вихры, поэтому стричь буду аккуратно. Горизонтальным пробором вдоль краевой я выделила тоненькую прядь. В свободном падении волос я определилась с длиной, пометила ее вдоль носа, на схеме это зеленая стрелочка, и уже по ней я простригла первую прядь. Все волосы я простригла в прямую линию. Если бы я стригла по форме лица, по его закруглению, то в моем случае волосы по бокам на челке стали бы короче. Дальше прядь за прядью я формирую всю зону челки. Пряди выбираю тонкие, чтобы мне был виден предыдущий контрольный срез. Оттяжка волос 0 градусов, формирую прямую линию. В случае с вихрами, чтобы не состричь лишнего, то каждую новую прядь можно простригать на пару миллиметров длиннее предыдущей. В этом нет ничего страшного, так как в процессе доработки мы сострижем все лишние волоски. Обратите внимание, что боковые секции важно не застричь, я их подтягиваю на себя, повторюсь, в прямую линию. Такая техника важна для тех, у кого есть вихры в зоне челки по бокам, то есть на лобных впадинах. Также перед тем, как стричь челку, обязательно нужно узнать у клиентки, как она собирается ее носить, как укладывать. Если она ее всегда вытягивает утюжком, в таком случае перед стрижкой мастер тоже должен вытянуть челку утюжком и простричь ее в сухом виде. То есть сымитировать уже такую челку, как будет носить ее клиентка. Здесь я дошлифовываю форму. Боковые волосы прочесываю немножечко под углом, направляя их к центру. Волоски, которые вылезли, я состригаю. Вот такой результат в мокром виде у меня получился. Теперь я приступила к сушке. Волосы на челке я сушу так же, как и стригла, то есть в прямую линию на себя. Тяну брашинг на себя. После сушки всех волос по форме я приступила к доработке. Здесь видно, что челка нуждается в небольшом облегчении по краевой линии. Я дорабатываю ее прямыми ножницами, выделяя тонкие вертикальные проборы. После каждой прядки я визуально проверяю,
то, как ложатся волосы. Также попрядно прохожусь по всей форме стрижки. Доработка на сухих волосах в их естественном неспадании важна, так как в таком случае потребуется минимум укладки. Волосы сами будут ложиться красиво. И вот такой результат у меня получился. Друзья, если мое видео было вам полезно, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. В таком случае вы не пропустите выход новых роликов. Спасибо тем, кто был со мной. Всем пока!